Известно, что Врубеля и Мамонтова познакомил Константин Коровин. Когда они встретились, то так как оба владели несколькими языками, по воспоминаниям Коровина, они сразу заговорили по-итальянски. И это, конечно, расположило их друг к другу. Мамонтов предложил Врубелю работу написать занавес для своей частной оперы. И кабинет в своем московском особняке на Садовой Спасской 6 в качестве мастерской. Художник предложение принял. И на территории Мамонтовской усадьбы был выстроен флигель по проекту художника. Для этого флигеля были спроектированы 2 камина и печь. И в нашем зале находится вот этот камин Садко, который находился на 1-м этаже в жилой комнате художника. Знакомство совпало с периодом преподавания Врубеля в Строгановском училище, где он вел дисциплину стилизация растений. Это нашло отражение вот в этой работе. То есть, посмотрите, они все сплошь и рядом орнаментальные. И это собрание разных орнаментальных мотивов. Врубелю удалось создать абсолютно уникальный и авторский стиль в русской майолике. Здесь смелый орнаментальный дух модерна, именно русского модерна. И несмотря на то, что эта конструкция камина очень европейская, я бы так сказала, но по своему декору и цветовому решению они являются абсолютно русскими. И я бы так сказала, они очень русские по духу. История появления этих каминов в Абрамцево тоже особенная. Потому что после длительных перипетий начала XX века в этом здании был затеян ремонт. И тогда директор музея Абрамцева Николай Павлович Пахомов обратился в Главное управление, архитектурно-планировочное управление города Москвы с просьбой передать в экспозицию Абрамцевского музея этих каминов. Разрешение музеем было получено, но средств на демонтаж выделено не было. И за эту работу взялся научный сотрудник музея Вильмс Алексеевич Невский. Он выполнил акварельные отмывки, обмеры, фотографии, демонтировал эти камины, и в разобранном виде они были привезены в Абрамцево. Те изразцы, которые нуждались в реставрации, были им отреставрированы, что-то было почищено и приведено в экспозиционный вид. И уже в 1966 и 1967 годах оба камина были установлены в этом зале. А зеркало камина появилось здесь немного позже, в 1972 году. Эти такие очень значимые архитектурные объекты являются жемчужинами этой экспозиции в нашей коллекции.